Что обычно едят русские на природе? Шашлык, уху. А что едят обычно китайцы на природе? Улиток, мясо, собак. Вот в этом мы сегодня разберемся на моем примере. Сегодня мы выехали на природу и посмотрим, чем будут заниматься китайцы, что они будут кушать и как они это будут готовить. Мы приехали чуть-чуть раньше, и пока все собираются, давайте я вам кое-что расскажу, такую предысторию. Я на китайских выездах, естественно, не первый раз, я знаю примерно, что будет происходить. Обычно в Китае есть места, оборудованные, как вот у нас называется база отдыха обычно, вот такие же и в Китае, только здесь главный акцент не на домике, где вы будете ночевать, а на кухне, потому что в Китае все крутится вокруг еды, и я думаю, вы об этом и так знаете, если вы смотрите не первое видео на нашем канале. К сожалению, в этот раз мы без озера, но обычно это происходит на озере, вообще на природе такой. Куча китайцев, куча кухонок, и я вам сейчас их покажу. То есть обычно это вот такой вот навес, куча печек разных стоит, и, собственно, ты арендуешь печку и готовишь. Печки бывают какие-то круглые для хот-пота, есть для гриля, есть для большого гриля, это когда они делают не шашлычки свои маленькие, а целую свинью зажаривают. Есть для того, чтобы варить, есть чашки вот эти для риса, как примерно вот узбекские такие чаши для плова, вот такие же и в Китае есть, это все есть. Они арендуют такую штучку и готовят полдня, кушают полдня и домой.就是它的水管坏掉了。那这个锅要干嘛？做这种鸡的时候，我感觉没有有时候不香，你知道吗？ Процесс готовки, по крайней мере, на моей практике всегда одинаковый. Ну, плюс-минус, да. Меняются продукты, но не меняется сам процесс. В черной чаше обычно сначала раскатывают сало. То есть берут такой жирный кусок, раскатывают, чтобы вся сковородка пропиталась салом. И потом начинают в первую очередь варить мясо. Но они его не едят, оно потом стоит, ждет своей очереди, потому что за мясом идут дальше креветки, овощи, картошка дальше идет. Да, вот сейчас за моей спиной готовится картошка. Очень аппетитно выглядит на самом деле, но никто не ест. Это еще не все, это только первый процесс. Вот эта кастрюля, сковорода, как правильно назвать? Пишите в комментариях. Но, короче, ее, в принципе, не моют. С момента, как они салом обмазали, так ее не моют. Они варят там мясо, креветки, овощи поджаривают, делают соусы разные. Не просто в магазине купили вот специи и размешали их. Обычно они мешают разные специи с разными, добавляя овощи. Естественно, перец. Естественно, это все остро. Поэтому неподготовленным лучше по чуть-чуть.2秒呢，你这。我已经想，
也去德姐妹应该去我们呀，结果都还不要进去了。Первым на столе появляются креветки, потому что это самое быстрое в готовке, и к ним ничего не надо. Они их даже практически не солят, добавляют только имбирь и все. Клубника, потому что ее тоже не надо готовить. Ну и тут еще куриные лапки. Куриные лапки, угощайтесь. Я, пожалуй, пропущу. Но это все только начало. Только начинают стягиваться люди, только начинают стягиваться нужные продукты.多点少点？多点。椒盐要多点。炸的。多吗？差不多。好呀。够了。吃了。还有多久？这个刀有点А теперь реально шокирующий факт. Китайцы не пьют чай. Нет, не то чтобы совсем не пьют, они его пьют, но в основном только зеленый, только по каким-то важным мероприятиям или встречам. Но так, чтобы вот как мы, когда всегда и утром, и в обед, и вечером, и на пикниках, и в гостях, и везде, нет такого. Здесь нету чая, китайцы пьют довольно редко и только действительно хороший зеленый чай. А знаете, что абсолютно одинаково, что в России, что в Китае, что в других странах? То одинаково. Подумайте. 3, 2, 1. Здесь написано «кл».内部已经炒开了。Мы сегодня видим грибочки вот эти длинненькие. Я их очень люблю, и их любят китайцы. В этом мы с ними сошлись. Зелень всякая, картошка, естественно, причем картошка разная, и сладкая, и обычная. Еще какой-то сорт мяса. Очень много сала, очень много свинины, потому что свинина дорогая, это как бы признак, такого богатства. Лучок, горох, причем разные, там стручки, одни такие, другие такие. Синяя какая-то штука. Мясо вареное, которое потом еще зажаривается. Мясо, крылышки в соусе сладком. Еще горошек обычный, грибы другие, там корни какие-то, улитки. Без них никуда, мы их будем готовить чуть позже. Креветок разных тоже много, одни большие, другие поменьше, третьи самые маленькие, они еще в соусе. Помимо этого еще они суп делают, цветная капуста, где-то штук 6 соусов разных для разных блюд и разных людей. И куча масла, помимо свинины. Еще тут много яиц, они их мешают в соусы. И тофу, естественно, тофу. Но он не вонючий, поэтому я, в принципе, за. Это полезная штука. Вот это тоже я не понимаю, что это. Я сначала подумал, что это помело, но почему она в банке? Они добавляют к жареной курице. В общем, на этом они жарят. Я не знаю, что это такое. Оно твердое, как будто бы камушки, но оно растапливается на сковородке. 我有分别，哎我的，那我。用水盛满倒进去，哗倒进去。倒虚点。哦，水要放。
该中午嘛。哎，还有另外一个大大的。那个铲子要用吗？那他这撒盐没有到9点。什么东西啊？啤酒都要啤酒。王新苗个？你这个放过了。哎。В итоге к обеду занимают люди практически все столики. Сегодня суббота, сейчас около 11 утра. Уже все столики заняты практически, народу очень много. А вот что касается алкоголя, так его практически не пьют. Я, по крайней мере, встречал очень это редко. В основном, если пьют, то только пиво. Вот в данном случае сейчас добавляют пиво в мясо и все. А так его никто не пьет. По крайней мере, утром и днем. Вечером, скорее всего, все могут пить пиво. Но обычно на таких утренних пикниках никто никогда не пьет, естественно. Да и я вам больше скажу, никто ничего не делает, кроме как все готовят еду. Если походить между столами, посмотреть, что другие готовят, то все примерно одинаково готовят. Я думаю, это зависит от местности. В нашей местности вот так вот. Может, в какой-то другой провинции Китая по-другому. Наконец-то все приступают к еде. И я даже не буду комментировать, насколько все вкусно. Hả, nhất vắng. Các bạn đang bán gì này hả? У американцев барбекю, у русских шашлык, а у китайцев шаокао. Казалось бы, что тут такого, да, зачем видео снимать? Но на самом деле китайские посиделки на природе это совсем не то же самое, что русские. Не только по менталитету, но и по вообще действию, которое происходит вокруг. Вообще, как я говорил, китайцы все сводят к еде. Весь Китай крутится вокруг еды, в том числе и посиделки на природе. Часто китайцы выезжают на природу не для того, чтобы пообщаться и как-то развеяться, а для того, чтобы приготовить еду и съесть ее. И как только все наелись, сразу все разъезжаются по домам. То есть в России мы обычно тоже приезжаем, чтобы приготовить и съесть что-то. Правильно? Но это лишь первый шаг. Обычно мы готовим, кушаем, каждый своим занимается, кто-то на гитаре, кто-то может спортом, кто-то выпивает и так далее. Но все в целом общаются, проводят время, а потом, скорее всего, мы еще раз готовим и еще раз кушаем, потому что уже весь день прошел. Здесь немножко не так. Здесь именно самое главное – это готовка, а потом быстрый прием пищи и по домам. Надеюсь, вам понравилось. Вы оставляете комментарии, и я буду знать, нужно вам такое видео или не нужно. Поэтому до новых встреч!